Я рад вас снова приветствовать на канале Пасеки семьи Фалалеевых. Давненько мы с вами не общались, и в этом выпуске я расскажу о ситуации сегодня, спустя примерно месяц после достаточно трагичных событий, которые случились в моей местности. Практически не было возможности записать те действия, которые я совершал здесь. Пришлось много прибираться, пришлось ухаживать за семьями, делать отводки для привезенных породистых неплодных маток. Ну и соответственно сегодня я расскажу о том, все-таки в каком состоянии находится моя пасека. В общем, вот как-то вот так вот сейчас выглядит пасека. Я навел здесь порядок, с какими-то семьями уже поработал. Сейчас основная задача — это подготовка к сезону роения. Некоторые семьи у меня находятся в двух корпусах, в некоторых в одном. Это уже сделаны отводки от сильнейших семей. И, собственно говоря, сейчас я продолжаю мероприятие по подготовке к роению. Семьям поставил вторые корпуса, а соответственно в некоторых уже вторые корпуса разделил пополам. Из этих семей я буду делать семьи-воспитательницы. Некоторые семьи выглядят вот таким вот образом. Нижний корпус с основным литком смотрит в сторону юга, а соответственно верхний смотрит на север. Ну, ориентировочно. Смысл в чем? Это одна из тех семей достаточно сильных, которые я уже разделил здесь посередине пленкой, и соответственно или в верхнем, или в нижнем корпусе у меня находится матка. Соответственно, там, где будут яйца, я матку искать не буду, там, где будет кладка, соответственно, в том корпусе и находится матка. Этот корпус я уберу, не знаю, поставлю, может быть, сверху, еще не решил до конца. Дело в чем? Отсюда, скорее всего, слетела летная пчела, если литок находится в другую сторону. Соответственно, вся летная пчела будет внизу. Соответственно, расплод, который наверху, он не будет достаточно обсижен. Им нужно тепло. И, соответственно, чтобы это тепло организовать, я просто подниму его выше. А семьям, если вот в этом корпусе осталась матка внутри, да, я просто поставлю второй корпус, это еще немножко отсрочит срок роения, но ненадолго. Я думаю, что через 2 недели мне нужно будет основательно делать уже большое количество отводков, и желательно, чтобы к этому моменту у меня маточники были на выходе. Вот эти 2 палки здесь нужны для того, чтобы закрыть литок, чтобы пчела, которая выходит из верхнего литка, как раз утыкаясь в эти палки, вынуждена была совершать ориентировочный облет, запоминая новое место для литка. Это позволит сохранить некоторое небольшое количество летной пчелы, чтобы она вся не вернулась обратно. В общем, нужно выводить маток. В этот год я использую не только джентерский сот, но и прививочный ящик. Нужно выводить маток. Я покажу, как я их буду облетывать. Соответственно, нужно делить семьи, делать противороевые отводки, менять маток в зимовалых семьях на породистых. Нужно контролировать, соответственно, облетелись ли наконец неплодные матки, которых я купил, среднерусских пчел. В общем, работы много, и все эти работы я постараюсь показать на канале Пасеки семьи Фалалеевых. Оставайтесь с нами, до новых встреч, пока!